мы с тобой сделаем ролик для YouTube канала, хорошо? Подожди, какие новости? Мы же договорились, что сегодня я пою для ТикТока. Ты опять в последний момент все переворачиваешь. Да, я понимаю, что я передумал в последний момент, но я просто вот так посидел, подумал, 5 дней прошло, сегодня уже, считай, 5 января, и никаких новых роликов не выходило на YouTube, поэтому я хочу сделать ролик для YouTube. Помоги мне, хорошо, в этом? Не-не-не, бро, так дела не делаются. Я уже припев разучивал, между прочим. Ох ты Договор есть смотри! договор. Ох ты смотрите, припев ты разучил. Ну, можешь по-человечески, по-дружески помочь? Или не можешь? Давай потом разучишь. Ну, пожалуйста, мне на ролик сделать для Ютуба, говорю же тебе. Ладно, все, понял. Давай сделаем твой YouTube. Но после этого сразу идем писать ТикТок, я тебе это запомнил. Хорошо. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Xbox Play. Сегодня у нас бро для вас подготовили новостей. Так что подписывайтесь на мой канал. Прожимайте этому ролику лайк. А мы начинаем. Вот такая сделка. Новости у нас сегодня такие игровые. Короче, ребята, есть о чем поделиться, есть о чем поговорить. Давайте начнем, скажем так, с PlayStation, да? Потому что у них богато что произошло. А потом такую вишенку на торте. Бах! Короче, новость у нас такая. Вот Sony не всегда пытается показать себя таким Робин Гудом. Типа, вот, бери, возьми, а потом так, хоп, назад, и отбирает. А дело все в том, что, смотрите, ребят, Sony удаляет бесплатную игру из библиотеки пользователей PlayStation. Короче, смотрите, это было недавно, там месяц или 2 месяца назад, они дали игру. Люди такие, опа, бесплатно, халява, собирают, скачивают, играют. Sony такие, подожди, бесплатно? А ну-ка назад отдай, сволочь такой. И удаляет. И даже не объясняет, почему. Это что, баг был в магазине или это что? Короче, бро, теперь надо, чтобы ты эту новость озвучил. Давай, бро, озвучи новость. Покажи им. Ну что, ребята, соберитесь, сейчас будет больно, особенно для тех, кто до сих пор молится на синюю коробку. Sony снова устроила свой фирменный аттракцион. Возьми игру. Нет, дай игру. Ха-ха, попался. Короче, история такая. 2 месяца назад PSN глюканул, и Shadow Tactics Blades of the Shogun, игра на $40, внезапно стала бесплатной. Народ такой, ого, спасибо Sony, наконец-то щедрость. Ага, сейчас. Сонька закрыла глич через пару часов, все подумали, максимум через день-два удалят. Но нет, Sony такая. Подождите, пусть поиграют, пусть расслабятся, и только через 2 месяца приходит письмо счастья. Эй, братишка, помнишь игру? Мы ее забираем. Спасибо, что были наивными. Вот это уровень. Игра проходится 25-30 часов, и Sony, видимо, решила, ну ладно, пусть люди хотя бы финальные титры увидят, а потом вернем назад как новенькую. Почему так? Что произошло? Компенсировали ли разработчиков? Тишина. Sony, как всегда, включает режим «Мы ничего не знаем и знать не хотим». Но прикол в другом. Игру-то реально многие прошли за эти 2 месяца. То есть Sony сама дала людям подарочек. А потом пришла и забрала с выражением «Ну чё, наигрался?» Верни обратно, это не тебе. И самая трогательная студия Mimimi Productions уже закрылась. Так что продолжения не будет, но игра все еще жива, продается за $4 и лучше, чем большинство того, что сейчас выходит сами знаете у кого. Вот такая вот сказка, бро. У Xbox игры появляются, а у Sony исчезают. Магия. Ну, смотрите, эта новость месяц назад была на PlayStation, да? Но вот что самое интересное, это немножко хочу так, как вас в курс дела ввести. Смотрите, Microsoft бывает добавляет в Game Pass какие-то игры, да, там на время, а потом эти игры удаляют. Ну, не все, а те, которые, лицензии слетают. Так вот, в январе Microsoft убирает 5 игр. 5. И Sony такие, 5 игр удаляют, ай-яй. Короче, хай-вай везде устроили.
в телеграм-канале, в пабликах, везде писают: вот, Microsoft, ай-яй-яй, 5 игр удалят, да как так? Пусть Фил Спенсер, а ну-ка выйдет и извинится тут перед нами. А вот в чем прикол? В декабре PlayStation минусует 9 игр с своей подписки PS Plus. Исчезает в декабре 2025 года. Ну, месяц назад, не так старенькая новость. Но 9 игр, 9, не 5, 9 игр минусовало. И вы слышали, что в декабре Sony Boy сказали: Хирико Тотоки, а ну-ка, сука, вышел и извинился, падла, перед нами? Не было. А почему? Ну это же Sony, тут все окей. Так что давай, бро, ну-ка эту новость тоже им покажи. А то вдруг они нам с тобой не появятся, скажут: да, придумали. Так. А вот это уже классика жанра. Сонькины фанаты бегают по интернету и кричат: ой, Microsoft в январе убирает 5 игр из Game Pass. Все, конец платформе. Паника, слезы, мемчики, полный набор. Но как только речь заходит о PS Plus, бро, ой, а там-то уже декабрь, и Sony такая: ребята, мы тут, просто удалим 9 игр. Не 5, 9. И среди них GTA, Sonic, Forspoken. Да-да, тройка, которую они так любят показывать как великую силу контента PlayStation. Но где же ваши голосочки, санебоев? Где те же самые крики: «О нет, конец платформе». Ау, что-то тишина. Как обычно, когда Microsoft делает обычное плановое обновление, трагедия. Катастрофа, звоните Филу Спенсеру, пусть извиняется. А когда Sony минусует 9 игр в декабре, это другое. Это нормально, это традиция. Ну да, традиция. Традиция каждый месяц терять игры и делать вид, что так и должно быть. Короче, бро, итог такой. У Xbox убрали 5, и мир взорвали. У Sony убрали 9, и никто из фанатов даже не пикнул. Стабильность, как говорится. Ну, вот эта новость, это будет моя любимая. Почему? У меня в телеграм-канале был Snake, ник такой, Sony Boy. И вот он, когда еще вот Xbox Рукали, только Asus показали тизер, типа вот мы выпускаем портативную приставку, портативную, вместе с Xbox, типа вот. И он мне начал там доказывать, что ой, да кому это надо, да никто не купит, потому что на рынке уже есть Steam Deck, Nintendo Switch 2. Да кому-то твой Xbox Ali нужно. Они обанкротятся, потому что никто их покупать не будет. Но раскупают и до сих пор покупают. Это раз. А теперь давайте поговорим о PlayStation Portal. Это такая недоконсоль, о котором даже свои же игроки, некоторые, тоже вот так плюются. И говорят: это коммуна, это что за дерьмо? Это что за дерьмо? А почему-то другие радикальные Sony Boy умалкивают. Да, Xbox Рукали никому не нужен. Ага, собственно-то он портал, ненужный, валяется. Бро, расскажи-ка вот эту тоже новость. Сейчас вам догоночку, как говорится. Нужен, не нужен. Давай, бро. Вещай. Помните, как санебоев разорвало от выхода Rock Alley от Asus? Они ж тогда хором кричали: нам не нужны портативки, это никому не надо, на рынке уже есть Switch 2 и Steam Deck. О да, великие аналитики из комментариев. Но как только речь заходит о PlayStation Portal, устройстве, которое даже игру не запускает, тут вдруг наступает религиозная тишина. Даже радикальные санебоевские комментаторы такие: это другое. А что у нас Portal? Экран 8 дюймов, Snapdragon 662, Android внутри. И главное, он ничего не запускает сам. Он просто стримит твою PS5 по Wi-Fi и делает вид, что это портативная консоль. Это, бро, как купить машину, которая ездит только если твой дом рядом толкает ее сзади. Switch 2 — автономная консоль. Steam Deck — автономная. Rock Alley — автономная. PS Portal — пульт с экраном. Но санябоев это не смущает. Когда Portal критикуют даже некоторые из них, радикалы сразу такие: «Тссс, не позорьте семью». Смешнее всего, что Sony сама уже добавила облако, чтобы хоть как-то объяснить существование Portal. Но даже с этим он остается дорогим стриминговым планшетом для PS5. Вот так, бро.
Они смеялись над портативками Xbox и ПК, а сами кайфуют с гаджета, который без PS5 даже меню не откроет. Ну и, как я и говорил, вишенка на торте. Разработчики Xbox Direct подтвердили выпуск в январе 2026 года. Вот. Охренеть, это класс, мне нравится, потому что будут показывать игры. Игры Fable, Forza Horizon 6 и многие другие. Даже Мэтт Бути говорил, что у нас до хрена чего есть, до хрена. Вот, это все будет до хрена, даже в один шоу это все может не уместиться. Это офигеть. Кстати, ребят, напишите в комментах, какие игры вы ожидаете увидеть на Xbox Direct. Кстати, возможно, повторю, возможно, дата выхода Xbox Direct, она может случиться 20 января-25 января. Вот. Так что я, например, жду анонса каких-нибудь крутых игр, потому что у Bethesda юбилей, у Activision юбилей. Короче, тут много с юбилеем сейчас связано, поэтому будет Вот. Бро, покажи, пожалуйста, вот эту новость и подай ее, пожалуйста. Вот так прям подай. Январь 2026 на подходе, и кто там у нас опять что-то делает? Конечно же, Microsoft. Да-да, те самые ребята, которые хотя бы показывают шоу, они делают вид, что готовят что-то великое уже 5-й год. Смотрим на тебя, Сонька. Xbox Developer Direct в январе. И это только разогрев. Fable есть. Forza Horizon 6 тоже есть. А у Sony что? Подождите. Тишина такая, что можно стрим по медитации записывать. И это ведь только начало. 2026, 25 лет Xbox. Будь прям говорит, у нас столько всего, мы даже в одно шоу не влезаем. Они там реально как из рогатки стрелять собираются. Релизы полетят один за другим. Гринберг вообще сияет, как новогодняя гирлянда. Мол, готовим кое-что особенное. А у Sony, по-прежнему тишина. Наверное, ждут, пока Microsoft все сделает, чтобы потом просто сказать, мы тоже над этим думали. Плюс юбилей пачками. 40 лет Bethesda, 35 Blizzard, 30 Diablo. И, конечно, 25 лет Halo. Причем Microsoft такие. Хотите праздника? Ловите Halo Campaign Evolved на PS5. Да-да, PS5. Xbox дарит праздник даже тем, кто вечно ноет про конкуренцию. А еще в 2026-м, возможно, и новая консоль маякнет. Но это так, на сладкое. Ну и вишенка, South of Midnight, бывший эксклюзив, пойдет на PS5 и Switch 2. Когда Xbox раздает игры всем подряд, у Sony это называется «мы временно заняли паузу, чтобы осознать наш путь развития». Вот такой вот январь, бро. Xbox заряжен, Microsoft разошлись. А у Sony тишина такая, что эхо слышно. Ну и на этом у нас на сегодняшний пока все. Так что подписывайтесь на канал Xbox Play, прожимайте этому ролику лайк и услышимся в других роликах. Всем большое спасибо, ребят. Всем пока.